Представьте себе, что вы провели более десятилетия в крошечной клетке, наблюдая, как мир проходит мимо вас. Такой была жизнь Луны, пожилой кошки породы Мейн-кун с такой душераздирающей историей, что в нее трудно поверить. Но то, что начиналось как история пренебрежения и одиночества, приняло прекрасный оборот. Луна провела 12 лет в клетке для кроликов в доме собирателя кошек. После того, как ее спасли, она жила в приюте, где ее часто игнорировали из-за ее возраста и проблем со здоровьем. К счастью, Джули, которая ранее взяла кошку по кличке Оли, узнала о ситуации Луны и решила подарить ей любящий дом. Познакомьтесь с Луной, очаровательной пожилой кошкой породы Мейн-кун, чья жизнь изменилась навсегда, когда она нашла любовь и второй шанс. После 12 лет, проведенных в кроличьей клетке, и еще большего времени в приюте для животных, Луна наконец нашла свой постоянный дом у Джули. Во время передачи припасов Джули обнаружила, что Луну игнорируют, и решила немедленно ее усыновить. У меня всегда было строгое правило усыновлять пожилых людей, и по какой-то причине я думала, что буду усыновлять только мальчиков, как всегда. Но в тот день, когда я встретила Луну, я не ожидала, что усыновлю кошку. Я пошла в местный приют с пожертвованиями и просто решила поздороваться с кошками из приюта, которые были готовы к усыновлению. К моему удивлению, там была только одна взрослая кошка, и ее звали Кони, скоро она станет Луной. Но, услышав ее историю о выживании, о том, как она жила в самых ужасных условиях на Земле и все же приходила ко мне в клетку, чтобы поздороваться, я задалась вопросом: это судьба? Я через многое прошла в своей жизни, через абьюзивный брак, через многое выживание, и когда я оправилась от собственной травмы, я хотела взять за правило никогда не оставлять позади никого, кто чувствовал себя одиноким. Помогать, где я могла, быть спасательным кругом, если это было возможно. И в одну секунду встречи с Луной я поняла, что она – мое будущее. Мы будем любить друг друга, и мы будем вместе работать над всеми ее проблемами, поделилась Джули. По словам Джули, Луна быстро освоилась, привязалась к Оле и стала проявлять привязанность к своей новой семье. Сразу же связь Луны с Оли была просто ошеломляющей, потому что Оли привык к тому, что 6 месяцев был единственным котом после того, как умер наш кот Джек. Но Оле было 10 лет, и он был в 2 раза больше Луны, и Луна сразу захотела его обнять, а Оли такой: «Пожди-ка секунду». Но она делает то, что делает, и она проигнорировала личные границы и продолжила. Как и любой другой человек, которого Луна встретила с тех пор, как вернулась домой. У нас в доме закончили ремонт, Луна выходит и стоит рядом, как будто хочет помочь. Любому, кто доставляет, Луна показывает, куда идти. Когда к нам в дом впервые приходят новые люди, она прижимается к ним или забирается прямо к ним на колени, чтобы дать им понять, что она заботится о них. У нее самое большое сердце и больше любви, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречал, и я никогда не смогу понять это после всего, что она пережила. С ней обращались так плохо и пренебрежительно, а все, что она хочет, это любить. Нет никаких предрассудков, у нее одинаковое сердце для каждой живой души. Если это означает, что нужно положить грелки или одеяло с подогревом по всему дому, чтобы у нее всегда было теплое место, где можно полежать. Если это означает, что нужно кормить ее дополнительно, когда она могла забыть, что ела полчаса назад, это нормально. Если это означает, что нужно прислушиваться к ее мяуканью немного ближе, чтобы знать, когда ее нужно поддержать или когда ей просто нужно немного больше внимания, мы можем сделать и это. Самая легкая часть жизни в наши дни – просыпаться каждый день с благодарностью за то, что Луна все еще здесь. А с благодарностью приходит любовь. Самое простое – любить эту малышку, которая подарила нам целый мир безусловной любви. В те дни, когда она начинает будить нас в 2 часа ночи, мяукать от страха и голода, что бы ни случилось, нет ничего, кроме любви и терпения, потому что она знает, что может попросить, она знает, что мы позаботимся о ней, и она знает, что ее утешат, накормят и полюбят. И однажды ее больше не будет,
чтобы просить, и просто вспоминая об этом на одну короткую секунду, мы всегда продвигаемся вперед с любовью и терпением, отдавая ей все, что можем. К сожалению, многие люди боятся брать из приюта пожилых кошек, потому что, конечно, их жизнь короче. Но, по словам Джули, как и в жизни, нет никаких гарантий, какую бы любовь вы ни выбрали. Молодой или старый, самые продуманные планы смехотворны. А котята – это ужас, если вы возьмете взрослого, он уже скажет вам, кто он. Они приходят такими, какие они есть. И они – то место, где хранится вся любовь. Что вы думаете об этой истории? Вы когда-нибудь брали питомца из приюта? Поделитесь всем этим в комментариях ниже.